В мире, полном слов и действий, есть герои, которые никогда не становятся знаменитостями. Они не ищут славы, не требуют похвалы за свою работу, а лишь делают то, что должно быть сделано. Они раскидывают свои сети помощи вокруг слабых и беззащитных. Это спасатели животных. Те, кто жертвует своим временем и усилиями ради благополучия братьев наших меньших. Их труд часто остается незамеченным, но их усилия и сострадания могут изменять жизни. Одной из таких спасательных организаций является Hope for Paws. Это место, где герои работают в тени, чтобы спасать животных от страданий и одиночества. Их фильмы и видео показывают поразительные истории, которые пропитаны силой и надеждой. Недавно в их распоряжение поступил звонок, который открыл новую главу для одной старой души – собаки по имени Жозефина. В тот день женщина, выполняя миссию по спасению местных кошек на строительной площадке, случайно наткнулась на бездомную собаку. Ее сердце сжалось от жалости, когда она заметила, как это живое существо осталось наедине с жестокостью улицы. Решив, что нужно действовать, она быстро позвонила в Hope for Paws, чтобы сообщить о своей находке. Ситуация казалась безнадежной, и спасатели тут же выехали. По прибытии на место команда была шокирована тем, что они увидели. Под одним из транспортных контейнеров прятался пожилой пес, старушка, пережившая слишком много горя. Ее глаза, полные тревоги и страха, смотрели на людей, как будто спрашивали: «Почему меня забыли?». На самом деле она провела 9 долгих лет на этой свалке после того, как ее хозяйка была депортирована, оставив свою любимицу на произвол судьбы. Беззащитная и одинокая, собака сталкивалась с холодами, голодом и местными жестокими детьми, кидавшими в нее камни. Со временем она потеряла глаз, когда ее сбил грузовик, но и это не обернуло ее в безопасность, словно сам мир решил отвратить от нее свои объятия. Команда Hope for Paws стала свидетелями такой тоски и печали, что решили действовать. Сначала они предложили собаке немного еды, и, к счастью, она взяла угощение, постепенно начиная доверять людям снова. Каждый кусочек еды и каждый жест доброты были для нее как лучик света в темноте. Их сердца разрывались, когда они поняли, что это существо было лишено нежности на протяжении слишком долгого времени. Когда собаку извлекли из-под контейнера, ее новое имя не заставило себя ждать – Жозефина. Но все предпочли звать ее Фине. Она не была ни агрессивной, ни испуганной. Скорее, казалась удивленной. Этот неожиданный контакт с людьми, касание и гладкие ладони по ее шерсти стали для нее чем-то совершенно новым и удивительным. В тот момент она, возможно, даже не поняла, что теперь ее жизнь начнется заново. Фины привезли в ветеринарную клинику, и это был первый шаг на ее пути к восстановлению. Джон, один из ветеринаров, слишком часто видел, что животные, подобные Фине, приходят с трагическими историями. Он уважал и ценил свою работу, но ему было жаль видеть такое страдание. Тесты выявили, что у Жозефины сгнили все зубы, и ей требовалось обширное лечение. Она нуждалась в внимании, заботе и, конечно же, в любви. Во время своего первого купания Фине принадлежала только вода и терпение всех, кто был рядом. Она, вероятно, даже не могла вспомнить, когда в последний раз ее мыли или любовались ее шерстью. Сотрудники из приюта были нежны с ней, словно она была из хрупкого стекла. В конце концов, собака стала совершенно новой. Ее взгляд стал ярче, а шерсть уже не была серой и облитой грязью. Пройдя через лечение, Фине впервые испытала свежесть жизни. Ее глаза, которые когда-то были полны страха, теперь сверкали надеждой. Она обретала своих новых друзей среди других спасенных животных и с удовольствием проводила время с волонтерами, которые стали ее новой семьей. В их лицах она находила ту любовь и поддержку, которые искала все эти долгие годы. Они иногда говорили ей, что теперь она никогда не будет одна, и эта уверенность снимала с нее весь груз прошлого. Однако, как и в любой другой истории, данная не могла длиться вечно.
Фины проводила свои дни, наслаждаясь теплым солнцем, свежим воздухом и тем, что теперь даже снег стал ее другом. Она не боялась мерзнуть, зная, что всегда будет тепло одета в свою уютную попонку, сшитую с любовью специально для нее. Она была окружена заботой и добротой, которые получала в свое новое время и новых условиях жизни. 5 месяцев прошли незаметно, полные счастья и радости, но, к сожалению, тело Фины уже не выдерживало. Вскоре после ее последнего лечения стало понятно, что ее дни сочтены. Ветеринары сделали все возможное, но сложные болезни еще с ее прежней жизни начали брать свое. Жизнь, полная страха и борьбы, которую она впитала за годы. Фина не была тем животным, которое бы по своим метаниям поднималось и боролось новой чумной инфекцией. В тот последний день, когда под вечер она лежала на своем любимом месте у камина, ее тело пришло в состояние покоя. Она закрыла глаза, полные мудрости и переживаний, в последний раз, словно прошла весь путь любви, который должна была увидеть. Команда, наблюдая за ее состоянием, не хранила своих слез. Они работали до самого конца и, размышляя о множестве судьбоносных поворотов, когда она была в постоянной борьбе за выживание, пытались осознать то, что она сделала за это время. Ведь у нее действительно была тяжелая жизнь, но последние месяцы стали для нее настоящим подарком, хотя у волонтеров осталась глубокая печаль от того, что не смогли помочь ей раньше. Сердце каждого из них переполнялось счастье от того, что смогли подарить Жозефине хоть немного тех дней, которые она должна была иметь всю свою жизнь. Их работа была непростой, и было много болезненных моментов. Но при этом они знали, что даже один момент радости может изменить все. Счастье, которое подарили Фине, осталось в их сердцах. Жозефина ушла, но ее душа продолжала жить в сердцах тех, кто спас ее. И они были полны решимости продолжить свою работу, по-прежнему защищать и помогать всем беззащитным животным. Каждое новое утро становилось для них вызовом, напоминанием о том, ради чего они здесь. Они знают, что каждый шаг навигирует по тропе свободной любви, жизни и самовыражения, которые спасают эти потерянные жизни в ожидании надежды. Каждое спасение, каждое прикосновение и каждое доброе слово создают необратимые изменения в жизни каждого беззащитного существа. История Жозефины – это яркий пример силы и стойкости. Каждое живое существо заслуживает на доброту, любовь и ласку. И несмотря на то, что некоторые люди покидают своих питомцев, не задумываясь о их чувствах, есть и те, кто продолжает бороться за их права и жизнь.